Валерий Табаков разбирает тему «Как искусственный интеллект меняет юриспруденцию. Новые вызовы и возможности в 2025 году». Здравствуйте, друзья! Я юрист Валерий Табаков. Сегодня мы разберем одну из самых актуальных тем 2025 года. Тема «Как искусственный интеллект меняет юриспруденцию». И это уже не фантастика, а реальность. И она трансформирует юридическую практику, судебные процессы и защиту прав в цифровую эпоху. От смарт-контрактов до ИИ в судах. Мир права меняется на глазах. В этом видео мы обсудим, как ИИ уже применяется в судах и юридической практике. Какие вызовы он создает от этических дилемм до вопросов конфиденциальности. Какие возможности открывает для юристов и клиентов. И самое главное, практические советы. Как ориентироваться в этой новой реальности. К концу видео, я надеюсь, вы будете готовы к изменениям в юридическом мире, вызванных ИИ. Поехали. Начнем с общей картины. Искусственный интеллект активно используется в юриспруденции по всему миру. В 2025 году мы видим несколько ключевых направлений. Первое. Анализ документов и юридические исследования. ИИ-инструменты, такие как ROS Intelligence в США или Kira Systems в Канаде, анализируют тысячи юридических документов за секунды, находя нужные прецеденты или пункты договоров. Это экономит юристам часы работы и делает консультации точнее. Второе. Предсказательная юстиция. В США платформа Compass используется в судах для оценки вероятности повторных преступлений. Например, суды Калифорнии применяют ее для рекомендаций по условно-досрочному освобождению. Хотя это и вызывает споры. Третье. Электронные суды и цифровые доказательства. В Сингапуре суды используют платформу iCourt, где ИИ проверяет подлинность цифровых доказательств, таких как электронные письма или транзакции на блокчейне Ethereum. Но как быть с дипфейк-видео, созданными ИИ? И это новый вызов. Четвертое. Смарт-контракты. Что такое смарт-контракт? Это программа, работающая на блокчейне, которая автоматически выполняет условия договора, когда они соблюдены. Например, если вы арендуете квартиру, смарт-контракт может автоматически перевести арендную плату владельцу, как только вы въезжаете, без участия посредников. Такие контракты, управляемые ИИ, используются, например, в Дубае на платформе
Smart Dubai для автоматизации сделок с недвижимостью. Но сбои в коде могут привести к спорам, и здесь юристы незаменимы. Например, в 2024 году в ОАЭ компания AI Footame Group столкнулась с проблемой. Смарт-контракт на платформе Ethereum неверно интерпретировал сроки поставки автомобилей, что привело к штрафам в $200 тысяч. Юристам пришлось разбираться, кто несет ответственность – разработчик или ИИ. ИИ мощный, но не идеальный. Давайте разберем вызовы, которые он приносит в юриспруденцию. Первый. Предвзятость ИИ. ИИ обучается на данных. И если данные содержат предвзятость, ИИ ее наследует. В 2016 году в США система Компас была раскритикована ProPublica за то, что чаще рекомендовала более строгие меры для афроамериканцев из-за исторических данных. Второй. Конфиденциальность и безопасность данных. ИИ обрабатывает чувствительную информацию. Контракты, личные данные, финансовые записи. В ЕС, согласно GDPR, утечка данных может привести к штрафам до 20 миллионов евро. Например, в 2023 году утечка данных в британской юридической фирме Allen & Overy из-за взлома ИИ-платформы поставила под угрозу данные 500 клиентов. Третий. Этические дилеммы. Может ли ИИ заменить судей? В Китае система Ксайо Фа Жи Нэнг в провинции Гуандун помогает в мелких гражданских делах, таких как споры о возврате товаров. Но способен ли ИИ учитывать человеческий контекст, эмпатию или моральные нюансы? Четвертый. Регуляторная проблема. В США и ЕС правовая база для ИИ только формируется. Например, в Калифорнии нет четких законов об ответственности за ошибки ИИ в юридических документах. Кто отвечает, если ИИ ошибается? Разработчик? Пользователь? Это создает сложности. В 2024 году в Лондоне компания Deliveroo столкнулась с убытками в 1,5 миллиона фунтов из-за ИИ, который неверно рассчитал налоговые обязательства в смарт-контракте на поставку. Суд затруднился определить ответственного, так как закон об ИИ был нечетким. Теперь о позитиве, возможностях. ИИ не заменяет юристов, а делает нас эффективнее. Вот как. Первое. ИИ автоматизирует рутинные задачи. Анализ договоров, проверка документов,
Например, в Австралии фирма Allianz использует ИИ-платформу Kira Systems, сокращая время на аудит договоров на 70%. Это снижает затраты для клиентов. ИИ-боты, такие как Do Not Pay в США, помогают оспаривать штрафы или составлять жалобы за $10 в месяц. В Южной Африке бот Lumi предоставляет бесплатные консультации по трудовым спорам, делая право доступнее. Также ИИ создает спрос на экспертизу в таких областях, как защита данных, консультации по GDPR в Европе, этика ИИ, разработка непредвзятых алгоритмов для компаний, таких как Google, споры по блокчейну, разрешение конфликтов с криптовалютами, например, на Binance. Как юрист я вижу рост запросов на эти темы. ИИ помогает предугадывать риски. Например, в Германии платформа LawGix анализирует контракты и выявляет юридические риски до подписания, экономя бизнесу миллионы. В 2024 году в Канаде компания Shopify обратилась к юристам из-за сбоя смарт-контракта на платформе Polygon, который заблокировал $500 тысяч в транзакциях. ИИ-инструмент помог проанализировать код за часы, и спор был разрешен за 3 недели. Как же нам, юристам, предпринимателям и гражданам, преуспеть в юридическом мире с ИИ? Вот 5 практических советов. Будьте в курсе. Следите за обновлениями в регулировании ИИ. Читайте новости OECD или материалы Всемирного юридического форума. Например, в 2025 году ЕС готовит AI-акт, который изменит правила игры. Защищайте данные, используя ИИ-инструменты, проверяйте их соответствие GDPR или другим стандартам. Уточняйте у провайдеров, как они шифруют данные. Бизнесу проводите аудиты, так как это делает HSBC. Проверяйте результаты ИИ. Никогда не доверяйте ИИ слепо. Например, в 2023 году в США адвокат был оштрафован за использование ChatGPT, который выдал вымышленные прецеденты. Всегда проверяйте ИИ юристам. Используйте ИИ-инструменты. Изучайте платформы вроде Kira Systems или Luminance. Спрашивайте у юристов, используют ли они ИИ для экономии ваших средств. Готовьтесь к новым спорам. Сбои смарт-контрактов или по утечке данных – реальность. Например, в 2024 году в Японии спор по смарт-контракту на платформе Solana привел к убыткам в 30 миллионов йен. Обращайтесь к юристу на ранней стадии. Если вы предприниматель, добавляйте в контракты с ИИ пункт об ответственности за сбои, так как это делают в ОАЭ в сделках с блокчейном. Друзья, искусственный интеллект – это не будущее, а настоящая юриспруденция.
Он открывает невероятные возможности, но требует от нас внимательности и новых знаний. Мы, юристы, должны адаптироваться, чтобы защищать ваши права в цифровом мире. А вы, как клиенты, можете использовать ИИ, чтобы сделать юридические услуги доступнее и эффективнее. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, пишите в комментариях, сталкивались ли вы с ИИ в юридических вопросах. Может, у вас есть кейсы или вопросы. Я с радостью разберу их в следующих выпусках. И не забудьте, если вам нужна консультация по вопросам ИИ, данных или смарт-контрактов, обращайтесь ко мне напрямую. До встречи в следующем видео. С вами был юрист Валерий Табаков.